Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Бабушкинский суд Москвы доставили одиозного киллера, лидера группировки Ореховские Сергея Буторина. Несмотря на то, что криминальный авторитет осужден пожизненно, он снова должен пройти процедуру суда. В этот раз его обвиняют в том, что еще в 1998 году он заказал убийство сотрудника тогда еще милиции. С высокопоставленным оперативником отдела по борьбе с организованной преступностью хотели расправиться якобы из-за того, что он вел активный поиск Сергея Буторина, который на тот момент скрывался за границей. За дверью находится один из самых грозных и опасных людей 90-х годов, Сергей Буторин, он же Ося, лидер ореховской группировки того времени. Сейчас он находится на скамье подсудимых по обвинениям в попытке убийства сотрудника милиции в далеком 1998 году. В Бабушкинский суд Москвы Буторина привезли из исправительной колонии номер 18 «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за, только вдумайтесь, 36 убийств и 9 покушений. Но вот что удивительно, если на минуту забыть о прошлом главы Ореховских, возникает устойчивое ощущение – это добрейшей души человек. Как себя чувствуете, как вообще добрались? Чувствую себя неплохо, добрался тоже благополучно. Слава нашим доблестным конвойным. Ну а процесс пришел к своему логическому завершению, настроен позитивно. 3 декабря 1998 года неподалеку от станции метро Свиблово был обстрелян заместитель начальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью Николай Петров. Киллер открыл огонь из салона внедорожника. Одна из пуль попала милиционеру в голову. Врачи смогли вытащить оперативника, что называется, с того света. По версии следствия, стрелял ближайший сподвижник Сергея Буторина, Марат Полянский. Находясь на скамье подсудимых рядом с бывшим патроном, он отказывается от комментариев. В середине 90-х Ореховские были самой влиятельной криминальной группировкой. Буторин стал ее главой после убийства Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр, в сентябре 94-го. Чтобы избавиться от слишком пристального внимания правоохранительных органов, Ося в 1995-м инсценировал собственную смерть. Он организовал через подручных пышные похороны и уехал за рубеж. Несколько лет Буторин руководил группировкой из-за границы, заказывал убийства, похищения. При этом методы Ореховских во многом напоминали деятельность спецслужб. У группировки имелось подразделение разведки, аналитический отдел, осведомители в правоохранительных органах и в криминальных группировках. Однако к 98-му оперативники уже были уверены, Ося жив. В отношении него были собраны многочисленные доказательства вины, и ключевую роль в этом расследовании играл как раз Петров. Подослав к нему убийцу, Ореховские рассчитывали, что таким образом смогут решить проблему. Любопытно, что подозреваемым в этом убийстве, помимо самого Буторина и Полянского, был еще один крупный бизнесмен. Его даже привлекли к суду, однако в 2018 году присяжные оправдали коммерсанта. Вы имеете в виду, в 2018 году? Совершенно верно. Ну да. Вы согласны с их решением? Ну да. Теперь на скамье подсудимых в роли заказчика выступает сам Буторин. Его и Полянского задержали в 2001 в Испании во время спецоперации Интерпола, МВД и ФСБ. В 2011 году Осю приговорили к пожизненному заключению. Почти 10 лет он находился в колонии особого режима, за полярным кругом, и доставка Оси в московский суд стала для него важным событием. Как вам сидится в колонии? В колонии нелегко, далеко не дом отдыха. Но все-таки есть надежда, что получится оказаться на свободе рано или поздно. Надеетесь на это? Надеюсь. Первое заседание суда закончилось так и не начавшись. Подсудимые не успели ознакомиться с некоторыми документами, поэтому рассмотрение дела по существу перенесли на 14 декабря. Эксперты не исключают, что обвиняемые постараются затянуть процесс. Ведь условия в следственных изоляторах столицы гораздо мягче, чем в колонии за полярным кругом.
И торопиться обратно Буторину с Полянским, судя по всему, смысла нет.